Привет, девчонки и мальчишки! Рада снова приветствовать вас на моем канале. А кто сегодня с нами впервые, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем еще раз привет! Сегодня у меня педикюр, как вы уже понимаете. Как обычно, начинаю с антисептика, обрабатываю хорошо ножки. Далее вытираю их и обрабатываю еще мыльной водой. Все-таки сейчас лето, ножки у всех в пыли, поэтому их нужно хорошо обработать. Этому педикюру уже месяц, поэтому мы имеем натоптыши, омазолелости и отросший гель-лак. Ну что ж, поехали обрабатывать. Работаю, как обычно, дисками на сухую. Эту технику я применяю уже на этой клиентке не один раз, и этот способ ей нравится больше всего. Приклеила самый грубый файл на 80 грит на диск М, включила аппарат на 13 тысяч оборотов на форварде. Начинаю обработку с пяточки и постепенно поднимаюсь вверх, но это не принципиально, можно начинать так, как вам удобно. Этим абразивом тщательно прохожусь по всем огрубевшим местам. Огрубевшие места у нас в зоне пяточки, на топтыши и на плюсневой части омазолелости. Эти ножки я вижу не впервые, поэтому хочу вам заранее сказать, что в данный момент у нас кожа желтая, и этот желтый пигмент не получится убрать полностью. Вот такая вот особенность этих ног. В данной работе главное для меня убрать сухую кожу, хорошо зашлифовать и заполировать. Trying to stay focused, but somehow all I can think of is when you split. I gotta find the motive, play forward, watch every sequence bit by bit, 'cause this is my own investigation. I am obsessed with finding out why you left. I keep on searching for the missing pieces, try to find the reason why I ended up without you, baby. I got about a million leads to find the answer why you left me in the cold. I'm turning every stone like a detective. Начинающие мастера очень часто задают мне вопросы в комментариях, где лучше купить те или иные расходные материалы, гель-лаки или фрезы. И я по возможности стараюсь отвечать. Даю ссылки, что-то рекомендую. Но у меня есть универсальная рекомендация, как сэкономить на очень многих покупках в интернет. Это кэшбэк-сервис. Покупая что угодно через этот сервис, вы получаете возврат денег до 50%. Здесь огромное количество магазинов. Покупки можно делать через приложение iOS или Android. Все современно и удобно. Это как покупать те же товары, только со скидкой, а деньги возвращаются прямо на карту. В общем, экономии никогда не бывает много, особенно в наше время. Ссылочку на этот сервис оставляю в описании под видео. После грубого абразива приклеиваю файл на 180 грит. С помощью этого абразива я шлифую кожу. Я несколько раз прохожусь по всем участкам стопы. На обработку этих стоп я трачу немножко больше времени, чем обычно. В основном это занимает от 30 до 40 минут. И последним этапом в обработке стоп использую полировочный файл. В данном случае у меня файл на 320 грит.
Полирую на 15 тысячах оборотов, тоже на форварде. Эти ножки я пробовала обрабатывать и с мацерацией, и с кератолитиком, и вот теперь на сухую дисками. Но в итоге все равно остается вот такая вот желтая кожа. Я думаю, это особенность именно данных стоп. Теперь промываю стопы от пыли, вытираю хорошо насухо. Вот такие вот у нас получились пяточки, плюсневая часть, пальчики. Теперь перехожу к обработке пальчиков. Снимаю предыдущее покрытие твердосплавной фрезой. Спиливаю гель-лак полностью, так как в педикюре мы не оставляем предыдущее покрытие, чтобы не утолщать ногтевую пластину. Далее срезаю длину кусачками и опиливаю форму. Теперь фрезой с синей насечкой пламенем вычищаю птеригий. Обрабатываю пальчики сегодня в комбинированной технике, поэтому после работы пламенем смачиваю все мыльной водой. Жду пару минут, пока кожа размягчится, и приступаю к обработке. Вычищаю кюреткой подногтевые валики. Делаю это аккуратно, чтобы клиенту не было больно. Далее срезаю ножничками кутикулу. Если кожа высыхает, можно еще раз смочить водичкой. Дорабатываю боковые валики накожницами. Также проверяю синусы. Теперь последний этап покрытия ногтей гель-лаком. Ногтевую пластину я уже обработала, обезжирила нейл-препом.
И теперь тоненько покрываю базой. База обязательно должна быть жидкая. Only thought that we were foolish, not that we were cruel enough to do it. Now I feel so stupid. Покрываю все ногти летним, сочным, ярким оттенком. Покрываю в 2 слоя с промежуточной просушкой. Every day of every month, wishing I just could forget about you. The weight upon my bones makes it harder to move on. Oh baby, don't think that I'll ever forgive myself for losing you, or for losing you. Left all over when the stars still shine. Can't forgive myself for losing you. For losing you. Сегодня придумали вот такой вот интересный дизайн в технике Paint Point, то есть рисунок точками. Чтобы рисунок читался, в этой технике важно ставить точечки как можно ближе друг к дружке, а также просушивать каждый новый элемент, чтобы они не успевали растечься или слипнуться между собой. Гель-лаки лучше взять погуще и понасыщеннее. Play forward, watch every sequence bit by bit. Cause this is my own investigation. I am obsessed with finding out why you left. I keep on searching for the missing pieces, trying to find the reason why I ended up without you, baby. I got about a million leads to find the answer why you left me in the cold. I'm turning every stone like a detective. What's your objective? I guess I'm addicted. I need to know why you were. Я уже просушила окончательно в лампе и теперь перекрываю топом. What's your objective? I guess I'm addicted. I need to know why you rejected me. I'm lying awake in our bed while staring. Holes in the ceiling. I got no clues. Наш педикюр готов. Жду ваше мнение по поводу этого педикюра и этой техники в комментариях. I'm so confused. I'm caught up in a Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал и не забывайте про колокольчик, это важно. А я всем желаю хороших выходных и до новых встреч. Пока-пока. until I know. I keep on searching for the missing pieces, trying to